Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, и я рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня мы будем готовить картофель в чесночном соусе. Картошка получается настолько вкусная, что не оставляет равнодушным никого, а рецепт очень и очень прост. Для этого мы возьмем отварной в мундире картофель, масло сливочное слегка потаявшее, чеснок, сметану, твердый сыр, петрушку или укроп и соль, перец по вкусу. Берем отварной картофель. У меня мундир, картошка была такая довольно старая, уже поздняя, поэтому я буду снимать с нее вот эту шкурку. Но в основном в рецепте используют вместе с шкуркой. Нарезаем картофель вдоль пополам. И выкладываем на противень, простеленный пергаментной бумагой. Если немножко есть перекос, то вот тут можно снизу подрезать картофель, чтобы выложилась ровненько картошка. Так, последнюю. И занимаемся чесночным соусом. Берем миску и натираем на мелкой терке сыр. Выдавливаем через пресс чеснок. Добавляем сметану. Так. Нарезаем зелень мелко. Добавляем подтаявшее сливочное масло по кусочкам. И все перемешиваем. Картофель немножко посолить. И теперь сверху выкладываем эту чесночную массу, чесночно-масляную. Даже не знаю, что это больше, масло или соус. Отправляем запекаться в разогретую до 200 градусов духовку. Через 15 минут картофель готов. Достаем его. Еще хочу заметить, что я использовала верхний нагрев, поэтому у меня картошка получилась вот такая вот румяная. И даже видно, где у меня нагрев шел, вот он такой полосой, да. Вот если использовать только нижний нагрев, картошечка получится вот такая светлая. Тоже красивая. И думаю, не менее вкусная. Все, горячую картошку можно сразу подавать к столу. Этот рецепт удобен тем, что отварить картофель в мундире и сделать заправку чесночную можно заранее, допустим, вечером. А приготовить чесночный картофель можно непосредственно перед подачей на стол. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!